Остается накрыть крышкой и оставить на самом минимальном огне на 7-10 минут до готовности рыбки. Берем самые простые обычные продукты и готовим шикарные блюда. Именно этим мы с вами сегодня и займемся. Меня зовут Мария Мироневич, и мы начинаем готовить. Нам понадобится одна средняя морковка. Ее я разрезаю на 3 части. И затем каждую часть нарезаю на пластинки. А пластинки нарезаю на небольшую соломку. Морковку отправляю в сковороду. Налила заранее столовую ложку растительного масла. Одну среднюю луковицу нарезаю мелким кубиком. Лук соединяем с морковкой и аккуратно перемешиваем. Нам понадобится 200 кг капусты. Если у вас чуть меньше или чуть больше, ничего страшного. Кочерышку я уже удалила. И теперь тонко шинкую капусту. Пока я шинковала капусту, лук и морковка немного пассеровались, отправляем щедрыми движениями нашу капусту в сковороду. Капуста сейчас очень объемная, но во время приготовления она уменьшится в объеме, поэтому этого абсолютно не стоит смущаться. Как раз тот объем, который нам и нужен. Вся капуста в сковороду уместилась. Теперь я прикрываю крышкой и оставляю на 5 минут на среднем огне. Еще у меня есть 800 граммов куриной печени. Вы можете использовать телячью. Печень я нарезаю достаточно крупными кусочками. Мельчить не надо. Отправляем нашу печень в ту же миску. Печень и так нежная, поэтому каких-то супер приправ не нужно. Я добавляю немного перца и мариную в столовой ложке соевого соуса. Теперь остается все перемешать. И за то время, пока мы готовим капусту, у нас будет нежнейшая, вкуснейшая и пикантная куриная печень. Открываем крышку. Вот так. Очень аппетитно уже выглядит капуста. 5 минут я ее готовила под крышкой на среднем огне. Затем увеличила огонь и при помешивании готовила еще около 10 минут. Самое время добавить печень, которая отлично промариновалась и придаст этому блюду шикарный вкус. Теперь наша задача все перемешать. Я сейчас готовлю на среднем огне. Поскольку печень очень сочная, то капуста пропитается этим маринадом, и все вместе будет очень вкусно и очень нежно. Аккуратненько перемешиваем. И сейчас я готовлю без крышки. Где-то каждую минуту буду помешивать для того, чтобы печень схватилась со всех сторон. Как вы видите, печени осталось еще совсем немного до готовности. Самое время посолить по вкусу. Накрываю крышкой и оставляю до готовности печени около 3-5 минут. 5 минут пролетели очень быстро. Наш шикарный ужин готов. Посмотрите, какая красота! Нежная капуста и, самое главное, нежная, абсолютно не сухая печень. Она получается просто невероятно вкусной. Поэтому если вы раньше не мариновали в соевом соусе, обязательно попробуйте. Я уверена, этот рецепт придется вам по вкусу. Приятного аппетита! В глубокую сковороду выливаю 2 столовые ложки растительного масла. Одну среднюю морковку разрезаю пополам, затем нарезаю ее на тонкие пластинки. Теперь морковку нарезаю тонкой соломкой, а затем на симпатичные оранжевые кубики. В разогретое масло отправляю кубики морковки. Следом нарезаю лук сначала на полукольца, а затем мелким кубиком. Сладкий перец нарезаю на полосочки, а затем мелким кубиком. Морковка и перчик у нас также отправляются в сковородочку. 100 граммов замороженного зеленого горошка, 100 граммов кукурузки, она у меня тоже замороженная, и 400 граммов заранее промытого длиннозерного риса. Теперь я увеличила огонь до максимального, просто посмотрите, какая красота. И моя задача сейчас смешать рис с овощами и, что самое важное, смешать его с маслом. Теперь наша задача на самом большом огне при интенсивном помешивании обжарить рис и овощи 2-3 минуты. 3 минуты прошло, добавляю 500 мл воды. Перемешиваю, солю по вкусу, накрываю крышкой и оставляю на среднем огне до полуготовности риса.
Рис почти готов. Мы подготовим с вами маринад. Добавляю немного перца, это, конечно же, по вкусу, столовую ложку лимонного сока и столовую ложку самой обычной горчицы. У меня она достаточно острая. Теперь все это смешиваю с помощью кисточки. У меня 400 граммов филе скумбрии, получается 4 половинки рыбки. И с помощью кисточки каждый кусочек смазываю нашим соусом, ну или маринадом. Каждое филе, начиная с толстого края, сворачиваю аккуратно в рулетик. Хвостик у нас оказывается снаружи. И я с помощью зубочистки, если у вас есть шпажки, то, конечно, используйте их, закрепляю. И у нас получается вот такой рулетик из скумбрии. Таким образом я сворачиваю все рулетики. Прошло 10 минут, а рис почти готов. Это то, что нам и нужно. Аккуратно отправляем рулетики на наш с вами почти готовый рис. Остается накрыть крышкой и оставить на самом минимальном огне на 7-10 минут до готовности рыбки. Все уже почти готово, маленький секретик. Сейчас делаем вот такое углубление и переворачиваем наш рулетик вниз, потому что там получился очень вкусный сок вместе с маринадом. Благодаря тому, что мы переворачиваем, рис пропитается всеми соками, вкусами, ароматами и маринадом. Накрываем крышкой и оставляем до готовности буквально 2 минутки. 10 минут прошло, все уже совсем готово. Снимаем крышку, берем красивый рыбный рулетик. Он сочный и очень нежный. Отправляем его на тарелочку, на которой мы и будем сервировать нашу рыбку. И давайте посмотрим, какая она получается нежная, сочная. По такому рецепту рыбка просто тает во рту. Обязательно попробуйте и приготовьте. И, конечно, к нашей рыбке обязательно прилагается очень красивый гарнир. Он получается рассыпчатым и очень-очень вкусным. Обязательно приготовьте такой простой ужин в одной сковороде. Напишите ваш отзыв. Приятного аппетита! На сковороду наливаю растительное масло и включаю разогреваться на средний огонь. Я взяла одну среднюю морковку, нарезаю ее тонкими пластинами, а пластинки нарезаю тонкой соломкой. Отправляем морковку на сковороду. Одну среднюю луковицу нарезаю тонкими полукольцами. Сладкий перчик разрезаю пополам и нарезаю на полукольца. 3 зубчика чеснока сначала раздавливаю, а затем мелко нарезаю. Нарезанные овощи отправляем к морковке. Еще 100 граммов замороженной кукурузы. Все перемешиваю и оставляю пассероваться на среднем огне. У меня 400 граммов свежих шампиньонов. Малышей разрезаю на половинки. Те грибочки, что покрупнее, режу на четвертинки. Аромат невероятный, самое время добавить наши грибочки. Теперь необходимо все перемешать. Будем пассеровать овощи все вместе на среднем огне около 5 минут. Самое время придать пикантности нашим овощам. Столовая ложка соевого соуса, чайная ложка приправы карри, чайная ложка сладкой паприки. Добавляю 300 мл протертых томатов. Вы можете взять 300 мл воды и столовую ложку томатной пасты. Аромат просто невероятный. Это, вы знаете, блюдо навеяно мне какими-то мексиканскими мотивами. Получится остренько, пряно и невероятно ароматно. Отлично. Теперь нашему блюду требуется сытость. Добавляю полкило заранее отваренной фасоли. Перемешиваем фасоль с нашим шикарным ароматным соусом. Очень красиво, очень быстро и, конечно же, очень вкусно. Аромат невероятный, и фасоль еще в себя этот шикарнейший соус впитает. Накрываю крышкой и оставляю на среднем огне 5 минут до готовности. Наш ужин номер 3 готов. Невероятный аромат. Смешались запахи томата, чеснока, карри пряного. В общем, это просто что-то. И казалось бы, просто фасоль, грибы, лук, морковка. Но благодаря вот таким специям это простое блюдо заиграло невероятными ароматными красками. Очень надеюсь, что вам такой рецепт придется по вкусу. Вы мне об этом напишите в комментарии. Приятного аппетита!
Я надеюсь, что эти рецепты найдут место в вашей записной книжке и, конечно же, в ваших любимчиках, потому что они невероятно просты, но это не отменяет того, что они невероятно шикарные. Если это видео понравилось вам, если вам нравятся наши рецепты, поддержите нас, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в наше супер позитивное и вкусное сообщество. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра и, конечно, простых рецептов.